Почему человек, зарабатывающий 1000 лет назад, понимал деньги лучше, чем ты? Почему советы древнего Вавилона до сих пор актуальны, а банковская система – нет? Эта книга не просто пережила века, она дает тебе инструменты, которые ты можешь применить уже сегодня. Притчи, которые использовали воины, купцы и правители, чтобы стать богатыми, теперь доступны тебе. Ты узнаешь не просто историю. Ты получишь ключ к мышлению, который работает в любой стране, в любой валюте, в любую эпоху. Это самый богатый человек в Вавилоне. И это твой код денег. Простая истина, которую игнорируют все. Первый урок, который звучит почти смешно: часть от всех своих доходов откладывай для себя. Звучит банально, да. А теперь задай себе вопрос: ты действительно это делаешь? Каждый месяц, как по инструкции? Или тратишь все, а потом надеешься, что как-то все решится? Аркад, герой книги, говорит: начни с того, чтобы отложить хотя бы одну монету из 10. Это не про экономию, это про дисциплину. Если ты не можешь управлять 1000, не сможешь и 100 000 сохранить. Потому что дело не в сумме, а в привычке. Деньги уходят от тех, кто с ними плохо обращается, и остаются у тех, кто ими управляет. Это правило простое, но его игнорируют 90% людей. А зря. Именно оно делает разницу между бедностью и финансовой свободой. Золото служит тем, кто уважает его. Деньги, как воин. Если ты даешь им задачу, они выполнят. Если ты бросаешь их без цели, они уйдут к другому. Аркад учит: золото любит тех, кто вкладывает его разумно. Оно уходит от тех, кто инвестирует в мечты и сомнительные схемы. Оно прилипает к тем, кто изучает, проверяет и действует. Вавилонцы верили: золото, которое не работает, умирает. Его надо пускать в оборот, в дело, в аренду, в торговлю. И только тогда оно возвращается не одно, а с прибылью. Если ты держишь деньги на месте, они утекают. Через инфляцию, желания, спонтанные траты. Но если ты направляешь их, они работают на тебя. 7 непреломных правил богатства. Первое. Откладывай хотя бы 10% от дохода. С этого начинается все. Это твоя первая армия, твоя крепость. Второе. Контролируй расходы. Живи не по максимуму, а по уму. Желания бесконечны, деньги нет. Третье. Заставь деньги работать. Не копи, вкладывай. Золото должно плодиться. Четвертое. Береги капитал от потерь. Не рискуй, не зная игры. Лучше меньше, но надежно. Пятое. Обеспечь доход в будущем. Старость – не беда, если ты готов к ней. Думай наперед. Шестое. Развивай навыки. Каждое новое знание – это инвестиция. Чем умнее ты, тем богаче становишься. Седьмое. Стань умнее о деньгах. Обучайся. Читай. Анализируй. Деньги не про везение, а про стратегию. Каждое из этих правил – как кирпич в стене твоей финансовой крепости. Игнорируешь одно – рушится все. Притча о рабе, который стал свободным. Банзир – простой работяга. Он мечтал о свободе, но считал это несбыточным. До тех пор, пока не начал слушать советы Аркада. Он начал с малого, каждый день откладывал, учился, искал, как заставить деньги работать. Он продавал навыки, строил репутацию, инвестировал в свое развитие. Через несколько лет он освободился от долгов, стал владельцем ремесленного дела и начал нанимать других. Он не выиграл в лотерею. Он просто изменил мышление. Эта история не сказка. Это формула. А ее может применить каждый. Ошибки, которые делают все. Это вложится в то, чего не понимаешь.
Брать советы у бедных и неуспешных. Покупать на эмоциях, не на расчете. Считать деньги злом или стыдом. Жить от зарплаты до зарплаты. Аркад говорил: глупец винит судьбу, мудрый изучает ошибки. Каждый просчет – урок. Главное – не повторять их снова и снова. Применительность к современной жизни. Ты думаешь, ну это ж Вавилон. Это было давно. А теперь смотри, тогда мешки с золотом. Сейчас банковский счет. Тогда аренда лавки. Сейчас онлайн-бизнес. Тогда учеба у мастера. Сейчас YouTube, курсы, книги. Меняется форма, но суть остается. Богатство приходит к тем, кто контролирует желания, инвестирует в себя и работает с умом. Век не важен. Важно мышление. 30-дневный план перезагрузки. Хочешь применить? Вот тебе мощный старт. Первое. Откладывай 10% с любого дохода. Даже с 1000. Второе. Записывай каждый расход от кофе до аренды. Видишь, осознаешь. Третье. Читай 10 страниц в день книг о деньгах. Четвертое. Раз в неделю пересматривай цели. Пятое. Каждый день один шаг в сторону актива. Даже самый маленький. Постоянство – твой лучший инвестор. Большинство людей сдаются. Они хотят быстро. Им скучно. Они теряют мотивацию. А богатые? Они терпят. Они продолжают. Они делают, даже когда не хочется. Постоянство – это та сила, которая делает из обычного работника владельца бизнеса. Из должника – инвестора. Из тебя – человека, который может многое. Деньги не любят хаос, только систему. Если ты не ведешь учет, не имеешь структуры и каждый месяц начинаешь заново, ты проигрываешь. Богатые мыслят системно, у них есть таблицы, бюджеты, цели, приоритеты. Деньги как вода. Без русла они разольются. С руслом движутся мощным потоком в нужную сторону. Создай свою систему, ежемесячный бюджет, инвестиционный план, стратегия роста. Система – это порядок. А порядок – это магнит для денег. Богатые не ищут виноватых, они ищут выход. Кто виноват в твоих долгах? Правительство? Родители? Банк? Или ты сам? Богатые не тратят время на обвинения. Они ищут возможности. Они спрашивают, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы изменить ситуацию. Ты можешь жаловаться на школу, систему, судьбу. Но пока ты ищешь виноватого, ты теряешь власть. Власть начинается с ответственности. Сильные люди действуют, а не ноют. Они строят, а не обвиняют. Они проигрывают и встают, пробуют снова, анализируют, меняются. И выигрывают. Ты только что услышал знания, которые люди передавали из уст в уста тысячелетиями. Они пережили войны, инфляции, кризисы. Почему? Потому что работают. Всегда. Теперь они у тебя. Вопрос не в том, поверишь ли ты им. Вопрос, применишь ли ты их. Хочешь изменить финансы? Измени привычки. Хочешь свободы? Начни с 1 из 10. Хочешь результат? Будь как Аркад. Это был Код денег. Канал, где мудрость прошлого превращается в деньги будущего. Поделись этим видео с тем, кто хочет понять, как работают настоящие богатства. И пусть золото найдет тебя. Но только если ты знаешь, как его удержать. Если это видео дало тебе ценность, инвестируй в канал лайком, подпиской и репостом. Это не просто поддержка, это вклад в финансовую грамотность, который окупится тебе с процентами.